Все эти выборы формируют нашу реальность. Мы можем этой точкой сборки управлять. У тебя есть доступ ко всему в этом мире. Вот как их распознать, скажете вы? Возможно ли это? К счастью, такой инструмент существует. Всем добрый день. Меня зовут Елена Кудрина, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. В своих предыдущих видео я постаралась раскрыть концепцию управления реальностью через призму открытий квантовой физики и духовных знаний. Мы с вами определились с тем, как устроена реальность на квантовом уровне, что такое матрица, кто мы есть на самом деле, осознали свою божественную природу и пришли к пониманию, что мы многомерны. А наш аватар, наше личное, живет в симуляции по типу компьютерной игры, трехмерной реальности, где все запрограммировано через действующие в этой реальности законы или иначе правила игры и через наши бессознательные программы. Эти программы включают в себя как те, которые мы сформировали в своем подсознании в рамках текущего воплощения, своим интерпретированием реальности, так и программы нашей души на это воплощение. Все эти бессознательные программы в большинстве случаев мешают нам осознанно творить свою желаемую реальность. Так же, как и непонимание законов нашего сегмента мироздания, непонимание правил игры. Сегодня мы поговорим об этих правилах игры, или иначе говоря, законах, которые действуют в рамках нашей игровой площадки и которые надо научиться осознанно применять. А также рассмотрим один из наиболее доступных инструментов для выявления программ нашей души на воплощение. Обезвредим их своим осознанием, чтобы эти программы не формировали бесконтрольно наш событийный ряд вместо нас самих. Поскольку каждая программа включает в себя как наши таланты, то есть плюсовые аспекты, так и минусовые проявления, которые приводят нас к негативным сценариям развития событий, нам очень важно их обнаружить и обезвредить. Как вам такая повестка? Интересно? Тогда смотрите это видео до самого конца, ставьте лайк авансом, а мы начинаем. Итак, давайте для начала разберемся с законами. Рассмотрим самые главные из них и определимся, как именно они работают. Без этого базового понимания сложно говорить о каком-то осознанном творении реальности. Чтобы научиться что-то осознанно создавать на этой материи, надо знать, как именно эти законы работают, понимать и осознанно их применять. И тогда алгоритмы формирования реальности становятся более понятными. Зачем они вообще нужны, эти законы, скажете вы? Ответ очевиден. Наша матрица, наша игровая площадка – это не хаос. Все в ней построено по принципам божественной гармонии и баланса. Это очень четко структурированная и высоко организованная система с заложенными в ней сакральными смыслами. Если бы этих законов и правил игры не было, она бы не продержалась и дня. Она бы просто-напросто развалилась. Итак, о каких законах идет речь? Первый и самый главный из них – это закон свободы воли. Или, иначе говоря, наше право выбора. О чем он говорит? Несмотря на то, что в момент нашего воплощения на Земле нам стирают память, мы, как божественные сути, имеем право выбора той реальности, той ветки вероятности в пространстве вариантов, которая нам нужна. Следует заметить, что пока мы не осознали свою божественную природу, мы даже не догадываемся
об этой колоссальной силе, которая в нас заложена, потому что мы не понимаем, как именно это работает. Так вот, закон свободы воли говорит о следующем. С нами ничего не может произойти, пока мы не позволим этому произойти. Никто не вправе вмешиваться в нашу свободную волю. Что это значит? Каждую секунду мы делаем выбор, о чем думать, что говорить, как реагировать и, как следствие, какие чувства и эмоции испытывать, то есть в каком состоянии находиться. Одним словом, какие вибрации излучать. Все эти выборы формируют нашу реальность. Причем есть осознанная часть этих выборов и бессознательная. Как выглядит осознанная часть выбора? Это ежесекундный контроль за тем, что мы выбираем. Надо успеть это отследить и сделать правильный выбор. То есть для начала надо стать наблюдателем за самим собой, научиться управлять своим вниманием. Бессознательной частью выбора значительно сложнее. Для этого надо разобраться в том, как эта бессознательная часть устроена, хотя бы на базовом уровне. Основой этой бессознательной части, которую часто называют подсознанием, является совокупность наших энергетических центров, которые в ведической культуре именуют чакрами. Именно они формируют наше энергетическое поле. Точнее, они являются энергоинформационной основой человека. Именно на них, как на жестком диске, записаны все эти бессознательные программы, которые через нашу гормональную систему, которой они по сути управляют, проявляются в форме чувств и эмоций. Через них мы и транслируем свое вибрационное состояние в окружающее нас пространство, сонастраиваясь с той веткой реальности, которая соответствует частоте совокупности всех вибраций нашего энергетического поля. То есть совокупность вибраций нашего энергетического поля как раз и характеризует наше текущее состояние, о котором все так много говорят. Помните эту фразу «Ваше состояние формирует вашу реальность». Оно об этом. Можем ли мы осознанно этим управлять? Для этого существует такое понятие, как точка сборки. Она представляет собой точку фиксации нашего внимания на совокупности вибраций нашего энергетического поля. Мы можем этой точкой сборки управлять, выбирая нужную нам квантовую частоту излучения путем работы над своим состоянием. Через какой инструмент, скажете вы? Ответ очевиден. Через наши энергетические центры. Или иначе, через наши чакры, которые формируют наше энергетическое поле. По поводу чакр, их роли в формировании реальности я расскажу более подробно в рамках обучающего курса «Творец реальности 5D». Как их правильно настраивать, чтобы они выдавали ту частоту вибраций, которая соответствует реализации вашего намерения. И здесь мы логично переходим ко второму закону. Второй закон – это закон притяжения. Суть его заключается в том, что мы притягиваем то, что мы транслируем. Каждое мгновение своей жизни мы транслируем в пространство свое состояние, осознанно и бессознательно. Мы это делаем через наше энергетическое поле, которое формируется нашими энергетическими центрами. На всю трансляцию у мира ответ «да». С точки зрения квантовой физики это объясняется очень просто – вибрационным соответствием. В этом и есть вся суть закона притяжения. С тобой случается все то, что ты транслируешь.
Поэтому вся суть управления реальностью и заключается в работе над правильной трансляцией. А что значит правильная трансляция? Наше состояние, наша точка сборки должна вибрационно соответствовать нашему намерению, которое является, по сути, квантовым шаблоном желаемой реальности. Поэтому для формирования правильного состояния надо уметь создавать соответствующий нашим потребностям квантовый шаблон реальности, то есть намерение, которому надо научиться смещать точку сборки. И медитации здесь играют ключевую роль, поскольку позволяют осознанно войти в трансовое состояние сознания, когда мысли замолкают и на нас перестают действовать наши убеждения. Об этом более подробно я расскажу в своем следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы продолжаем. Третий закон – это закон баланса и равновесия. Закон равновесных сил. Наш мир состоит из энергии. И та материя, которую мы видим и ощущаем в своей жизни, в основе своей состоит из энергии. Я много об этом говорила в своих предыдущих видео про квантовую физику. Поэтому закон баланса и равновесия сродни закону сохранения энергии. Наш мир находится в абсолютном балансе, и надо уметь с ним синхронизироваться, не отклонять его равновесие. То есть, если ты сделал что-то не экологично, мир это выровняет. Он, кстати, срабатывает и тогда, когда ты слишком сильно давишь на реальность. Слишком сильно чего-то хочешь, придаешь чему-то избыточную важность. Надо уметь доверять миру и отпускать контроль, сохранять нейтральное состояние. И тут срабатывает еще один закон. Четвертый закон – это закон причины и следствия. Его еще называют законом кармы. Его основной посыл – что посеешь, то и пожнешь. Та точка, в которой ты находишься сейчас – это результат твоего выбора. Чтобы предотвратить негативные последствия своих мыслей и действий, надо следить за тем, какой выбор ты делаешь в каждый момент времени, здесь и сейчас. А как мы делаем выбор? Выбор делается из того состояния, в котором мы находимся. То есть сначала идет состояние, затем выбор и, наконец, результат. Хочешь изменить результат? Нужно изменить состояние. А чтобы изменить состояние, нужно включиться своей волей. То есть из кармы можно выходить, возвращая себе свою волю. Надо успевать включать осознанность и не допускать того, чтобы ваши действия, а мысль это тоже действие, приводило к негативным последствиям. Как говорит Вадим Зеланд, просыпаться по активаторам. Следующий закон, пятый закон, это закон изобилия. По сути, он говорит о том, что с нами происходит только то, во что мы верим. В мире всего бесконечно много, всего достаточно. Изобилие мира бесконечно, и оно во всем. Если ты находишься там, где это изобилие не проявлено, то проблема не в мире, а в том, почему ты здесь находишься. Если ты смотришь на мир через призму счастья, любви, добра, через призму того, что этот мир тебе помогает, мир действительно меняется. Он тебе помогает, и начинают исполняться желания. Все зависит от того, из какого состояния ты смотришь на этот мир. Если из изобильного, увидишь это изобилие и проявишь его в своей жизни. И, наконец, шестой закон
закон единства и взаимосвязи. Все в нашем мире связано со всем. Все едино. Это подтверждает и квантовая физика. Вспомните феномен квантовой запутанности. Осознав это единство, можно влиять на результат, проявляющийся в твоей жизни, управляя своим состоянием. У тебя есть доступ ко всему в этом мире. Вот так это работает. Это и есть основные законы, которые надо учитывать в процессе творения реальности. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности. Однако следование этим законам еще не гарантирует результат. Надо также разобраться и с бессознательными программами, которые нами управляют. Главные из них – это программы, которые наша душа выбрала на это воплощение. Все остальные программы так или иначе являются следствием этих программ. Как их распознать, скажете вы? Возможно ли это? К счастью, такой инструмент существует. Для этого можно воспользоваться теми системами самопознания, которых сейчас достаточно много. Как правило, все они опираются на нумерологию, известную человечеству со времен древнего Вавилона и проявленную в мир Пифагором. Пифагор был не просто гением, который открыл миру математику. Он создал систему сакральных знаний о нумерологии, определив тем самым исходный код нашего сегмента мироздания. Поскольку, как я уже говорила ранее, все наше мироздание выстроено именно по математическим принципам. Почему? Потому что наше мироздание имеет два базовых аспекта – энергию и информацию. Так вот, математика – это и есть информация. Математика – это язык, на котором написана Вселенная. Сакральная геометрия – это тоже математика. Именно она поддерживает гармонию во Вселенной. Так вот, чтобы понять, с какими программами ваша душа пришла в это воплощение, достаточно обратиться к нумерологии. Скажу честно, раньше я недооценивала нумерологию, пока сама в нее не погрузилась и не протестировала на себе, на своих друзьях и знакомых. Эффект был настолько ошеломительный, что сразу начали появляться многочисленные желающие прояснить свои 5 базовых программ, описывающих их код изобилия. Они увидели в этих программах себя, свою личность и причины событий, которые происходили в прошлом в их жизни. Главное преимущество нумерологии заключается в том, что она способна подсветить слепые зоны, увидеть те программы, по которым действует твой аватар. Можно увидеть те таланты или иначе дары, с которыми душа пришла в это воплощение, а также определить возможные минусовые проявления этих программ. Те блоки, которые мешают стать лучшей версией себя из возможных вариантов, которые допускает система матрицы в автоматическом режиме. Увидев эти минусовые проявления и блоки, пролив на них свет своего осознания, мы уже начинаем их исцелять. У нас появляется возможность с ними разотождествляться. Каким образом, скажете вы? Все очень просто. Поскольку каждая программа – это не что иное, как энергия, есть плюсовые и минусовые ее проявления. В зависимости от того, какой выбор мы делаем, плюс или минус, такой событийный ряд мы и формируем. На ту ветку реальности мы и попадаем. А когда мы знаем, какие программы управляют нашим аватаром, мы можем осознанно выбирать только плюс, прокладывая путь, например, к своему материальному изобилию. В теории это не очень понятно, но на практике все становится очевидным. Рассчитав многим
своим друзьям их код изобилия и усилив его денежным треугольником, сделав анализ тех программ, с которыми они пришли в это воплощение, я получила впечатляющий результат. Все не просто узнали себя, свои таланты и то, к чему они предрасположены, в чем они могут быть максимально реализованы, но и поняли причины негативных событий, которые происходили в их жизни, когда они шли по минусу. К ним пришло понимание причин той точки, в которой они находятся в данный момент. Этот инструмент позволяет посмотреть на себя как бы со стороны и не допускать минусовых проявлений этих программ в будущем. Что еще очень ценно в этой методике, так это выявление тех действий на материи, которые способны наполнить вас энергией. А это помогает вам достичь желаемого результата. Если вас заинтересовал данный метод, и вы хотите сделать такой анализ для себя, напишите мне в директ моего Инстаграм. Вы его можете найти в шапке профиля. И я подготовлю для вас письменный разбор вашего кода изобилия и денежного треугольника. В заключение этого видео хочу сказать, что все, что мы сегодня разобрали, это лишь базовые принципы формирования сценария нашей жизни. Их нужно учитывать в процессе осознанного управления реальностью, чтобы они не мешали формировать ту реальность, которая вам нужна, не мешали создавать свой собственный сценарий жизни. О том, как этот сценарий создавать, я расскажу более подробно в своем следующем видео. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вы этого еще не сделали. Также жду ваши комментарии, вопросы, инсайты. Мне будет очень приятно, я обязательно вам отвечу. А я с вами прощаюсь до моего следующего видео. Люблю вас безусловной любовью. Целую вас. Пока-пока. До новых встреч.